большому сожалению Питера Джексона, он уже экранизировал почти все, что Толкин написал о Средиземье. И вот на экранах «Хроники хищных городов», также известные как «Смертные машины», а имя известного фильммейкера на всех промо-материалах. И вот вопрос, получилось ли у Джексона и его команды сделать что-то действительно выдающееся? Давайте выясним. Хроники хищных городов. Прежде чем начнем, давайте поговорим о спойлерах. Во всех видео я говорю, что пытаюсь их избегать, но сами понимаете, обозревать кино, вообще не говоря ничего о сюжете, невозможно. Я стараюсь выкладывать лишь ту информацию, которой с нами делились промо-материалы. Хотя, что бы я ни сказал, все равно кто-то напишет про спойлеры, так что погнали. У «Смертных машин» есть литературный первоисточник, который написал Филипп Рив в 2001 году. Действие романа происходит в далеком будущем. Привычный нам мир уничтожен после событий 60-минутной войны. Континенты разрушены, а остатки человечества восстанавливают утраченную цивилизацию, можно сказать, по памяти. Наступила так называемая эра движения. Уцелевшие крупные населенные пункты начали переносить на колеса, в результате чего на свет появились монструозные, огромные города-машины. Их основная цель — охотиться на мелкие подвижные поселения ради ресурсов. Но вскоре все должно измениться, так как археолог города Лондон нашел оружие предков, с которым в состоянии поработить весь мир. Но, слава богу, главные герои романа Эстер и Том знают, как его остановить. Как по мне, это очень интересный концепт, который, кстати, и был адаптирован для показа на больших экранах. К сожалению, оригинал я не читал, поэтому не могу сказать, насколько точно сюжет фильма воспроизводит события книги. Да и сами понимаете, книга всегда лучше. Написанием сценария для этой киноадаптации и занимался Питер Джексон. Также он является продюсером. Я это говорю, потому что трейлеры ввели меня в заблуждение, что именно он является режиссером. Везде только и слышно «Питер Джексон представляет» и так далее. Но оказалось, что режиссером выступает Кристиан Риверс. И если вы о нем не слышали, не пугайтесь, я тоже не слышал. Это, как я понял, вторая картина в его фильмографии. Ранее он занимался постановкой спецэффектов и тесно сотрудничал с Питером Джексоном. Теперь ясно, почему у фильма с визуалом все хорошо. И дело не только в качественной графике. Хищные города и мир, который их окружает, проработаны просто прекрасно. От угрожающей огромного Лондона до маленького шахтерского поселения. Хочется рассмотреть каждую деталь и лично потрогать каждый механизм. В целом визуальный стиль напоминает стимпанк, который я, кстати, очень люблю. Но в конце сложилось впечатление, что раскрытию лора уделили очень мало времени. Вот есть хищные города, вот злодей, а вот хорошие ребята. Точка. Но если фильм будет успешным, я уверен, нас ждет сиквел, в котором нам расскажут больше. Разумеется, такому серьезному проекту нужен и хороший каст, который у фильма есть. Чего стоит только один всеми любимый агент Смит, он же Хьюго Уивинг. Также мне понравилась Гера Хильмарсдоттер в образе Эстер Шоу. Ее персонаж мне запомнился, и я ей искренне сопереживал. Ну и самым любимым для меня стал Сталкер Шрай, которого озвучил Стивен Лэнг. Он запомнился мне больше всех, и подсюжет, связанный с ним, является одной из лучших частей фильма. И вот момент, которого все ждали, наша любимая рубрика, которая называется «Вася придирается ко всему». Хотя на самом деле в «Смертных машинах» особо и не к чему придраться. В целом у меня сложилось ощущение, что темп повествования какой-то быстрый. Сюжет летит куда-то вперед, при этом теряя некоторых персонажей. В конце я словил себя на мысли, что отдельные герои просто куда-то пропали. И когда в финале ты думаешь, а где тот чувак, который вот там вот был, это не есть хорошо. Также местами экшен был какой-то сумбурный, а именно в боевых сценах. Драки в фильме показаны как-то неразборчиво, от чего чувствуешь себя отстраненно. Ты не можешь переживать за персонажа, так как неясно, кто вообще кого бьет. И это особенно заметно на контрасте с общим, более масштабным экшеном, в котором все нормально видно и ощущается напряжение. Все эти недостатки сказываются на конечном продукте. Из-за этого фильм вряд ли станет бессмертной классикой, которую можно будет пересматривать каждый год зимними вечерами. И вроде все на месте, интересный сеттинг, герои и сюжет, но тебе все равно что-то мешает. Я бы не сказал, что буду скучать за персонажами и что хочу увидеть их снова. Возможно, нужно было дать больше времени на их раскрытие, сделать их более объемными. Но сам концепт мрачного мира будущего интересный, и его хотелось бы увидеть побольше. Но все это мои впечатления, а на вкус и цвет сами понимаете. И каков итог? Стоит ли смотреть «Смертные машины»? Я думаю, да. Это хороший фильм, который в состоянии вас удивить. Интересный сюжетный
повороты, персонажи и сеттинг точно вовлекут вас в происходящее и заставят сопереживать. Авторы действительно постарались рассказать нам интересную, свежую историю о мире, в котором мы еще не бывали. Мире, где обитают хищные города. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик. Также в комментариях можете делиться своим впечатлением о фильме, если вы его, конечно, уже посмотрели. Увидимся. Пока.